Кстати, да, вот один из мифов, это что против ножа в свободном бою приемов и шансов нет. Интересно, да, когда у нас на канале появляются категоричные мнения такие, вот ничем не обоснованные, просто категорично. Вот это так и все тут, да, это довольно интересно всегда звучит, несколько огорошивает, правда? То есть практика показывает одно, а люди утверждают другое. Так, сейчас, секундочку, Сергей пишет. Вы говорите о спортивных методиках, но есть же еще не спортивные. И что? Если они базируются на спортивной методике и только слегка отходят от правил, слегка заглядывают за эти рамки, вы считаете, что у этих методик есть преимущество перед теми, кто вообще не имеет дело с людьми, которые работают вообще вне всяких правил? Как вы считаете, вот, чьи возможности перевешивают? Значит, по поводу утверждения того, что против ножа или против пистолета, против автомата нет ничего, кроме, да, против лома нет приема, если нет второго лома. Ребят, еще раз. То, о чем было сказано несколько выше в этом же стриме. Ребят, если у вас есть нож, и у вашего одного единственного противника тоже есть нож, и он одинаковый с вами по массе, по, я не знаю, по какой-то конфигурации, там, по конституции, по возрасту, вот при прочих равных прямо, да, вы начинаете своим ножом работать против ножа этого человека, кто-то из вас обязательно побеждает, а кто-то проигрывает. Это говорит о том, что вот это вот формальное состязание имеет статистику, скорее всего, близкую к 50 на 50. Это очень плохая статистика для экстремальных ситуаций. Ребят, кто-нибудь из вас, например, прыгнет там с 10-го этажа, например, если вам скажут, что статистика 50 на 50, может выживете, может нет. У кого-нибудь из вас с головой вот настолько непорядок, что вы это сделаете, прыгнете там с 10-го этажа? Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это вот выживание 50 на 50, это очень плохо для экстремальной ситуации. Если вы считаете, что против ножа или против вооруженного противника вообще нет никаких методов, и именно поэтому вы хотите пользоваться там ножами, я не знаю, битами, еще чем-то таким, да, это говорит о том, что вы не подготовлены даже психологически. Это говорит о том, что вы готовы быть жертвой. И то, что вы носите нож с собой, не делает из кого-то еще жертву. Конечно, да. Совершенно неподготовленного человека вы можете там запилить ножом, например, ну и сесть за это там и так далее. Но это не будет большим подвигом, это не будет не иметь никакого значения, кроме отрицательных последствий для вас. А что касается боевых навыков каких-то, то это совсем другая ситуация. Быть жертвой, даже вооруженной жертвой, это, ребят, плохо. Считать, что только преимущество вооруженности имеет значение, и не готовиться к другим ситуациям, когда вы не вооружены, а ваш противник или противники вооружены. Это, ребят, очень плохой подход. Это значит, что вы боевыми искусствами не занимаетесь, не имеете представления о боевых реалиях. Да? Наверное, вы имеете дело со спортом, с каким-то, да? Где у вас вот как раз один и тот же противник, одной и той же весовой категории, возрастной категории там, и прочих подобных. И невооруженный, естественно. Так, идем дальше. Сергей пишет, отказ от борьбы в любом случае хуже. Согласен, согласен. Поэтому и вот это мнение, что против ножа в свободном бою нет приемов и шансов и быть не может, это мнение как раз человека, который сдается. The Proof пишет, в реальности оба погибнут, но один порезал другого, но того, кого порезали, еще опасен. Человек ведь не умирает сразу после пореза, не лопается как шарик. Да, вы правы совершенно. Вот мы сейчас подходим к очередному мифу. К тому, что мы уже это обсуждали, кстати, на канале, но все время возникают вот эти вот вопросы, эти темы. Ребят, отыщите в интернете просто статистику порезов и статистику смертей от таких порезов, от ножевых, я имею в виду, от ножевых ран и так далее. Вы удивитесь, насколько много людей выживает после этого. И для того, чтобы наверняка уничтожить человека ножом, нужно произвести целый ряд действий, а не одно-два. Это вот тоже очень важный момент. Да, действительно, попадания в отдельные участки тела могут быть фатальны практически сразу. Но, ребят, практически те же самые участки тела поражаются без участия ножа и каких-либо подручных предметов, при помощи ваших рук и ног. В этом смысле человек, вооруженный ножом, не имеет преимущества. В этом смысле и в этом контексте я имею в виду.
Понимаете, да? Так, дальше идем. Зурк пишет: добрый день, вам тоже доброго дня. Если вас хотят убить ножом, вы даже не увидите его. Какой может быть бой? Вы установите еще правила. А те, кто практикует боевое искусство, у вас все равно какие атаки и в каком диапазоне они наносятся. Ну да, да, вы правы. Немножечко странно вы изложили эту мысль. Окей. Все правильно. В целом, именно такая ситуация. Если вы боец, то вы подготовлены к ситуации. И вы подготовлены к ней универсально. Если вы спортсмен, вы подготовлены к спортивной ситуации. И вы подготовлены к спортивной ситуации только внутри этих рамок. Вашу работу можно назвать универсальной, но только внутри ринга, внутри определенных правил и так далее. И в этом смысле, ну да, действительно, боец-то это человек, который... Ну вот смотрите, давайте я еще раз к последнему клубу, который у нас был в Москве. Ребят, у нас были 2 биты, во-первых. У нас там не очень много было бойцов. Вот, 2 бит, в принципе, вполне хватало для того, чтобы отрабатывать там работу. Причем одна бита была такая полегче, а другая достаточно тяжелая, такая массивная. Да? Вот мы работали против бит, например. У нас были ножи. Я уже рассказывал, что это были за ножи. У нас, да, один из бойцов купил какие-то резиновые ножи, в том числе у нас были резиновые ножи, но мы ими редко очень пользовались. На самом деле, обычно, ну, новичку там давали, если там шок какой-то возникал, лучше резиновый нож. Вот. А вообще мы работали с обычными металлическими ножами. Помните, я рассказывал, я ходил там к точильщику неподалеку и просил его не наточить эти ножи, а затупить. Да? Он сначала удивлялся, потом нормально уже делал это, все хорошо. Да, мы тупили обычные ножи. Покупаешь хозяйственный нож, типичный, причем мы брали ножи тонкие еще, да? Тонкие, узкие такие ножи, потому что широкое лезвие, толстое лезвие какое-то и длинное лезвие, оно очень хорошо видно, оно фиксируется сразу и так далее. И шок вызывает массивность, вот это вызывает шок только у неподготовленного человека. На самом деле, чем уже и чем менее фиксируется вот это вот лезвие, да, тем, конечно, опаснее это лезвие. Вот. И вот мы брали хозяйственные ножи, обычные такие, тонкие достаточно, тупили их, вот, и такими тупыми ножами работали. Но видите, как вот Миша уже говорил на одном из стримов, эти ножи тоже оставляли такие там порезы какие-то. То есть это было затуплено не настолько, чтобы не доставлять никаких хлопот, да. Вот такая вот ситуация. Мы работали с такими вещами. Так, да, и я просто к чему это веду? К тому, что нет проблемы у бойца, когда он этому уделяет внимание. Шок может быть нам на первой такой тренировке, там на второй может быть, это уже, мне кажется, не шок никакой, да. А когда вы это гоняете постоянно, когда это становится уже рутинной практикой, ну вот представьте себе, что вы ходите там в клуб боевой, например, целый год. И год, помимо всего прочего, вы осваиваете и работу против ножа на каждой тренировке, и работу против бит, там, например, ну какие-то вот такие вот вещи, которые наиболее бытовые, да, бытовыми являются. У нас был муляж пистолета тоже такой, знаете, прям четко совершенно отображающий настоящий пистоль. Вот мы в том числе и его использовали периодически на тренировках там, и так далее. Вот, и для ребят, для бойцов там уже, в общем-то, разницы не было большой. Работать против вооруженного или против невооруженного противника. При этом мы рассматривали, безусловно, отдельные элементы ценина, которые идеально ложились, в том числе на работу против вооруженного противника. Ценина, еще раз напомню, ценина работа с захватами, против захватов, да, и так далее. Это отдельный раздел, который изучается в боевых искусствах применительно там, к вам, например, когда вас захватывают, например, да, и вы при этом не хотите травмировать сразу противника, атаковать, там, разбивать и раскладывать его, да, а надо более-менее бескровно разойтись. Или другая ситуация, когда в спарринге возникает идеальный случай для того, чтобы там не продолжать этот спарринг, а просто человека посадить так на землю и добить, да, тоже вот эта цена очень хорошо помогает. С ножами такая же история. Это не значит, что против ножа можно работать, только захватив эту бьющую руку там, с ножом. Да вообще нет. И, как я уже говорил, не дай бог, охотиться за подвижной вот этой вооруженной рукой. Это не так делается. Вот. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда очень удобно использовать такой ценина. Есть такие ситуации. Они, может быть, не такие частые. Но вы должны быть к этому готовы, вы должны это уметь. Это типичная ваша практика. В том числе, я имею в виду.
Так, секундочку. Сергей пишет, кто мешает отрабатывать защиту вне всяких правил? Ну, технически никто не мешает. Но вот смотрите, мы уже с вами отслеживали, помните, создание вот этих вот восточных единоборств, например, да? Было замечательное боевое искусство, от него отрезаем почти все, все выкидываем и оставляем только то, что можно втиснуть каким-то образом в спортивные практики. Остается почти ничего. Там постбоксерская, в общем, фактически возникает практика. Вот посмотрите, на пост-карате вот это вот спортивное, на пост-тэквондо, там, например, и так далее, это кикбоксинг все. По сути, переоденьте этих бойцов, и вы увидите, что это кикбоксеры. Практически одно и то же. Немножко другие правила, там у саньда свои правила, у тэквондо там свои правила и так далее. И только этим диктуется разница техник. А в целом-то одно и то же. Арсенал один и тот же. Очень узкий, никуда не годный в реальной ситуации арсенал. Вот. И кто мешает таким бойцам работать вне правил? Практика. Когда вы нарабатываете одну и ту же практику постоянно, причем целеустремленно, мотивированно, отрабатываете вот эту вот побитую, купированную практику, да, это становится частью ваших двигательных программ. Вы не можете выйти за их пределы. Ребят, почитайте про собаку Павлова. Вспомните этот эксперимент знаменитого ученого. И вы поймете, что это только так работает.